Вспомни свое детство. Кем ты хотел быть в юные годы? Чем хотел заниматься? Хотел ли ты переплыть океан под парусом? Или выйти на ринг, как Рокки? Гонять на мотоцикле, как герой боевиков? Может, ты хотел бы попробовать себя в американском футболе? Или потусоваться на студенческой вечеринке в Гарварде? А возможно, ты представлял себя настоящим сталкером в поисках артефактов. Ты мечтал, но так не всерьез. Разве такая жизнь возможна в реальности? Это для экранов голливудских фильмов. А знаешь что? Чёрта с два. Я запишу все, что хотел бы сделать на бумагу, составив из этого список. И мы посмотрим, смогут ли поставленные цели изменить мою жизнь и сделать из обычного парня величайшего путешественника современности. 100 целей небесных. Раз кот, два кот. Кто нашкодил, кто нассал? Иди убирай. Я что ли буду это делать? А? У меня хорошая новость. Что здесь такое лежит? Ты кто такой? Кто ты такой? Мистер Банан на связи. Как видно, как слышно. Вот теперь такая у нас картиночка будет. Кто видел мое объявление в Фейсбуке, в целом направление этого объявления было таковым, что, мол, ты вкладываешь деньги в мой канал, мы вместе с тобой путешествуем, хочешь путешествуешь постоянно, хочешь частично, но сам факт, ты участвуешь в создании канала, и время от времени, точнее не время от времени, а абсолютно регулярно мы созваниваемся и решаем вопросы канала вместе, впоследствии развивая его и получая ништяки. Я понимал, что по итогу я найду человека близкого мне по духу и который реально поверит в эту идею. Всем привет! Я партнер Никиты по каналу. Хотим сделать необычный формат, в котором покажем развитие канала на YouTube от А до Я. Для этого у нас есть куча интересных идей и некоторый стартовый капитал на рекламу и коллаборации. Нам самим реально очень интересно, что из этого получится. Мы заряжены на работу и полны энтузиазма. А как мы познакомились с Никитой? Про Никиту я узнал после того, как посмотрел ролик с его участием, где он голый убегал от полиции по Киеву. Ви будете краще вибачення просили. Ой-ой-ой. Мне стало реально интересно разобраться, что это за чувак и зачем он таким занимается. Так я обнаружил, что у Никиты есть 100 целей, он их выполняет. Эти цели показались мне интересными, очень амбициозными, а самое главное, близкими мне по духу. И когда я узнал, что существует возможность поучаствовать в проекте напрямую, то я решил вписаться. Скажи, а собираешься ли ты путешествовать с Никитой? Да, конечно, я планирую принять участие, по крайней мере, в нескольких приключениях. А вообще мне было бы интересно, наверное, поучаствовать в достижении большинства целей из этого списка. Кстати, вот сейчас у меня уже приключения начались. Я занялся серьезно фотографией, ее изучением. Думаю, это умение пригодится мне в будущих путешествиях. И я вообще всегда хотел научиться хорошо фотографировать. When I stand on my feet, feeling like a clown when I sing what I mean. Я думаю, что Вова останется доволен и получит развитие по всем фронтам. Вложения будут использоваться на 3 вектора. Первый – это покупка оборудования необходимого, то есть вот этот вот фотоаппарат, фотокамера, как нравится, так и называйте, покупку ноутбука. Второй вектор – это непосредственно реклама, коллаборации с другими блогерами, более известными. И третий вектор – возможность моя не работать и максимально много уделять времени именно проекту. А сегодня идем выбирать ноутбук. А пошел я искать ноутбук? Как думаешь, мне повезет? А ты шо, насикал, блядь? Секунд. Говорят, Бали это красивая природа и так далее. Но не всегда. На дорогах очень часто люди вот в таких масочках гоняют. Потому что много выхлопных газов. И ты как раз на байке ими дышишь. Просто нереально как. Я нашел магазинчик, в котором нашел хороший Asus.
Ну, сейчас они ему мне проапгрейдят до 16 оперативки, для того, чтобы я мог комфортно монтировать. При этом я сравню цены сейчас в интернете, посоветуюсь с товарищами и, возможно, прямо сейчас куплю этот Asus. Ну вот что мы имеем по сути. Я плачу примерно на 10 тысяч меньше, заказывая онлайн. Погнали домой, не будем переплачивать. Tasha, do it Indonesia, yes. Yes. How you do it, your elbow? Yes. 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 But, show. Yes. Show one time. Yes. But not elbow. Yes. Show Indonesia, yes. Yes. No word. No Just move. No, it's Ukraine and Russian and America, yes, but show please Indonesia. Show please Indonesia, yes. Please. Yes, yes. Yes. Yeah. So lazy. Короче, в Индонезии, да, это будет так вот. Alright? Типа мы киваем, а они делают так. Quickly as it takes your hand to warm the cold side of my pillow. I'm there for you, be there for me. I'll hum the song the soldiers sing as they march outside our window. Hunger of the pine. Hunger of the pine. Кстати, впечатления от камеры самые замечательные. Ты реально имеешь в своих руках что-то среднее между экшн-камерой и офигительным профессиональным фотиком. Камеру эту всем советую приобрести. Ну, у кого есть штука баксов. Это будет вам незаменимым помощником в любой творческой деятельности. Хоть бери ты в студии фотографируй, хоть бери, снимай видео, блог, хоть бери на отдых и снимай свой отдых. Еду во Вьетнам продлять визу. Точнее, делать социальную визу на 6 месяцев. Когда ты живешь в другой стране, есть разные правила, но есть одно общее правило для Азии, что, мол, раз в какой-то период ты должен покидать страну и влетать в нее назад. И ты получаешь визу там, на месяц, либо на 15 дней. Разные условия есть. Ты можешь в другой стране сделать визу там, на 3 месяца, на 6 месяцев. Так вот, сейчас я делаю во Вьетнаме визу на 6 месяцев. Называется социальная виза. Прибыл в такой вот прикольный аэропорт. Сейчас буду проходить регистрацию. В общем, я в Куала-Лумпуре. Во Вьетнам полететь не удалось. Из-за того, что забыл сделать приглашение. Там нужно за 4 дня делать приглашение, чтобы тебе выдали визу по прилету. Сделаю визу здесь, в Куала-Лумпуре. Вот такие денежки здесь. С недавних пор созрело у меня, скажем так, желание построить отношения с девушкой. Нормальные, не такие, как я строил до этого. До этого я практически их не строил, я просто говорил:
Мол, я могу быть с тобой рядом, но у меня будет секс с другими женщинами. И, ну, типа, ты этого не изменишь. И вот в Индонезии встретил я Ташу. Ну, как бы, я знал, что вот этот конфетно-букетный период, он, ну, будет переть, короче. И в этот период даже недостатки будут казаться достоинствами. Но потом наступает такой момент, когда прям ваши шестеренки начинают притираться. Но это тяжело. В те моменты, когда до этих отношений я постоянно, как только первые вот такие моменты наступали, я просто разворачивался и валил. Теперь я захотел проделать работу над ошибками и проявить много терпения, что ли. В какие-то тяжелые моменты не сдаваться, как бы пытаться что-то сделать для того, чтобы это продолжилось. Она отталкивает меня, говорит, ну, уже второй раз, мол, типа, никаких отношений, все, мы расстаемся. Мы не похожи друг на друга и так далее. А я как бы держу такую позицию, что, мол, нифига, никуда тебя не отпущу. Ну, словами не так, но на действиях стараюсь сделать именно так. И это бьет немножко по гордости. Но я понимаю, что, скорее всего, это правильный путь. И неважно, сохранятся ли эти отношения или нет, но путь реально правильный, я так думаю. То есть и какие-то отношения впоследствии сохранятся. Кто-то также захочет за них бороться, как и я. Скучаю на самом деле за этой маленькой засранкой. Slow down, baby. Take a deep breath, baby. Come a little closer. Just say